Приветствую всех подписчиков канала. Сегодня у нас первая часть видео будет посвящена данным чипам на платах на зеленых. Сейчас я объясню, что это у нас будет за эксперимент. И еще вот такая вот у нас посылочка будет. Это будет во второй части видео. Что по поводу черных чипов, что я хочу сказать. Подписчики спрашивают, в чем прикол этих черных чипов. Многие сдают зеленые платы, то есть это у нас просто обычная зеленая плата. Я вот тут выбрал те, которые у меня были. Что я хочу сказать по поводу этих зеленых плат. Сейчас мы взвесим зеленые платы, их в среднем скупке берут по 40 гривен килограмм. Мы сейчас взвесим эти платы, а потом я с них со всех сниму черные чипы. И мы посмотрим, какая у нас разница получится. Сейчас мы их завесим. Я так примерно на глаз отобрал. Грубо говоря, на 50 гривен. Сейчас мы будем расписывать. То есть у нас получается зеленая плата. Зеленая плата равно 50 гривен. Я так примерно промониторил, почему их берут. Просто я их не беру особо. Я вообще не люблю платы вот эти дешевые на вес. Поэтому мы сейчас попробуем объяснить формулу, что лучше делать при наличии данных плат. Так, все, 50 гривен у нас есть. Теперь мы будем снимать эти черные чипы. Они легко снимаются, поэтому в принципе с ними проблем никаких не возникнет. Еще хочу сказать, при работе с такими платами, если у вас на платах вот такие вот конденсаторы есть, лучше от них подальше быть. Вот они все. Сейчас я их сейчас лучше сниму с платы. Сразу сделаем так, чтобы для многих это было сразу понятно все. Лучше эти конденсаторы снять для безопасности. Потому что они взрываются. Поэтому мы их сейчас все извлечем и выкинем. Как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть. И спокойно уже будем, как говорится, работать с платой. Потому что от фена плата очень сильно греется. То есть от газовой горелки, если газом снимать, то так плата сильно не греется. И плюс от газовой горелки просто вонь эта вся, от фена такой вони не будет. Поэтому мы сейчас сделаем лучше так. По поводу вот этих схем. Насчет них я точно не могу сказать. Я их снимать не буду. Обычные вот эти микросхемы. То есть, а там по ходу дела уже будем разбираться. В принципе, все. Да, конденсаторы сняты. Вот такая вот у нас плата получилась голая уже. Без конденсаторов. Конденсаторы мы в мусорку. И продолжим, да. Так. Еще одна микросхемка. Так. Все. В принципе, от этой платы нам больше ничего не надо. Как-то так у нас получилось. Все, мы ее откладываем в сторону пока. Так, теперь берем
Берем следующего пациента. Обязательно конденсаторы убираем. Это обязательно. Многие просто этого не знают. Кто захочет попробовать сделать так, как я. Если у нас оно вообще сейчас все рентабельно получится, вот, то подписчик и зритель канала будет уже знать, что их нужно извлечь. Почему? Это, кстати, любой платы касается. Хоть импортной, хоть советской платы. Почему мы это все делаем? Потому что с первого раза может быть не сильно, как говорится, запомнится. А так как я надоедливыми своими действиями сейчас буду каждую плату буду, ну, разбирать, то есть полноценно. Ну ничего, зато получится долго интересное видео, плюс я как бы молчать не буду. Ой, улетел. Я буду говорить все время, поэтому нудно не должно быть. Тем более многим интересен конечный результат. Ну и плюс еще распаковка. Я тайм-линию сделаю. То есть первая часть видео и там, где уже распаковка у нас начнется. Вот, поэтому так, вот такие вот двухсторонние мы тоже снимаем. Такие плоские. Вот. Вот этот весь мусор мы убираем. Так, тут у нас ничего с этой стороны нет. Тут ничего. Все. Все, в принципе, можем продолжить. Будем продолжать. Я надеюсь, фен не сильно шумит. Вот. Мне нравятся эти микросхемы тем, что они быстро отстают от платы. Вот. Ну, точнее, не микросхемы, а чипы. Их правильно чипами называть. Вот. Потому что микросхемы у нас это немного не то. Так, одна у нас улетела под весы. Сейчас я ее достану. Они такие горяченькие. Так, ну оплата нам, в принципе, это больше не нужна. Вот эти мы снимать не будем. Это у нас микросхемы. Так. Хотя я могу ошибаться, в принципе. Меня, если что, поправят, я надеюсь. Так. Что у нас дальше идет? Вот платка. Вот это у нас тоже конденсаторы. Просто по-другому выглядят. Мы их сейчас тоже снимаем. Лучше феном, чем горелкой. Почему? Потому что от фена вони нет. Вот. То есть здесь мы будем снимать. Это микросхема, это мы не трогаем. Мы снимаем 1, 2, 3, 4. 4 получается. Да, с этой стороны у нас ничего нет. Вот это мы выбрасываем на мусорник. Ну и начинаем отпаивать. Отпаиваем только то, что нам нужно. Весы греются от фена. Надо чуть подальше буду от весов все это дело держать. Так, в общем, смотрим, что у нас получается. Первое отпаяем большую тогда.
Так, есть. Теперь вот эту маленькую снимем. Так, есть маленькая. Так, теперь вот эти две последних. К пластмассе желательно не прикасаться феном, потому что на него начнет прилипать вот эта вот вся фигня. Так, ну и последний. Так, и такими темпами мы сейчас быстренько все это сделаем, поэтому видео не будет сильно нудным. Так, плата нагрелась сильно, мы ее трогать не будем руками. Вот, аккуратно надо. Так, что у нас тут? Тут у нас один чип. Но кондера я все равно уберу. Не хочется, чтобы оно мне прилетело в лицо. Поэтому сейчас мы все это приберем отсюда. Так. В таком виде у нас все. Очень даже ничего так. Еще один пропустил, еще один. Так, смотрим, вроде больше ничего нет. На этой плате у нас один чип. Кондеры выкидываем отсюда. Так, все, такая кучка. Так, погнали дальше. Оп. Ну, я надеюсь, что получится еще снять несколько видосов по поводу чипов. Вот, потому что это как бы не все. Есть там еще разные варианты. То есть надо будет как-то сделать. Даже сам не пробовал. Сам не пробовал так делать, поэтому надо будет сделать, чтобы и для себя, и для зрителей все это дело, как говорится. Опа, плата горячая. Лучше ее руками не трогать. Так, все есть. Так, идем дальше. Возьмем вот такую. У нас тут раз, два, три. Кондеры убираем. Наверное, сниму вот эту маленькую, она быстро снимется, а потом уже вот эти две. Так, все, вроде все снял отсюда. Грубо говоря, половину уже сделали. Поэтому еще не так долго это все происходит. Так. Есть. И теперь вот эти две. Раз. Два. Прекрасно. Так, плата горячая. Мы ее руками не трогаем.
Горячо. Ну, не критично, но горячо. Так. Что у нас тут? Раз. Только одна. Ну, кондерчики надо снять. Согласен. Нудно, конечно. Неинтересная процедура, но надо снимать. Чтобы их тут у нас не было. Так, все, не вижу больше ничего здесь такого. Это прибираем отсюда. Есть. Так, ну приступим. Недоотпаял немного. С дорожками полезла микросхемка. Так, ну все, в принципе, с платой с этой тоже закончили. Так, ну, что у нас осталось? Так, вот этот сразу отлез. Что у нас тут получается? Раз, два. Нет, так он не отстанет. Ага, конденсаторы. Конденсаторы возле. Конденсаторы есть, конечно. Все, разобрали, короче, всю плату. Ну, будем теперь над ней работать. Что у нас весы? Не, на весы нормально, не достает. Чтобы не спалить еще, не дай бог, весы. Хорошо держится. Так, ну и эту сразу тогда, да? Тоже оп. Оп, и отлетела. Так, раз, два. Все, плата горячая по-любому. Оп, все, чистота. Так, что у нас дальше идет? Ну, возьмем вот эту, да? Что у нас тут? Раз, два, три. С какого-то магнитофона, наверное, плата. Даже не могу сказать, не знаю. Кто знает, может, напишет. Ну, похоже сильно на магнитофон. Так, кондеры прибрали. Сейчас мы ее расхренячим по-быстрому.
Так, это есть у нас. На нож что-то прилипло. Так. Что у нас еще? Еще два. Оплат практически уже не осталось. Уже третья часть. Меньше третьей части осталось. Ну, кулек пока подплавился. Так. Раз. Два. Горячо. Горячо, горячо. Так. Что у нас тут? Ну, насчет вот этой ничего не могу сказать. Ну, мы ее, наверное, снимем тоже. Чё бы и нет. Если такая не берется, мне в личку. Ой, в личку. В комментарии пишите. Ну, по-моему, берется. Вот. Тоже четырехсторонняя, тоже чип. Вот. По толщине он чуть-чуть толще, чем вот этот. В принципе, нормально все должно быть. Так. Ну, отпаиваем. Тут техплат осталось фиг да нифига. Горячо. Так. Ну, вроде оно. По виду, как вроде все нормально. Так. Опа. Так. 280 грамм плат осталось. О, тут кондерчики уже все сняты. Это облегчает, как говорится, упрощает задачу. Времени меньше уйдет сейчас, наверное, на это дело. Сдул воздухом. Горячо. Так, есть. Блин, аж самому интересно, сколько получится. Так, что по весам? Тепленькие, вроде не сильно по ним дует. Так, что у нас тут такое? Ну, тут он совсем маленький один. Тут раз, два. Кондеров нет. Тут есть, сейчас снимем их. И тут раз, два. Короче. Не знаю, эти вроде не опасные, но я их на всякий случай сниму. Все равно тут всего лишь один маленький. Снимем его. Ну,
Скажу так, что вот такие платы, конечно, если у вас много именно вот таких плат с одним микро маленьким этим, такие, конечно, вам есть смысл сдавать на вес. Вот. Но и вообще ничего толком нету. Мы вот паяним. Вообще смешной он. Размер от него, точнее размер его и вес вообще здесь роли никакой не сыграет. Так, теперь вот это снимем. 150 грамм осталось всего. Еще немного и все, и финиш. Так. Осталось вообще чуть-чуть. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Раз, два, 3, 4, 5. Раз. О, снимем сразу. На вот эти ламели нет смысла зацикливаться. Вот ламели есть на платье. На них вообще нет смысла даже зацикливаться, потому что это ни о чем. Так. Так. Кто будет делать это первый раз, советую перчатки. Так. Ух, тут кондеров, конечно, капец. И снизу один. И тут их. Ну, снимем. Мы ж не будем закрывать глаза на это. Так. По-любому сейчас кто-то видео смотрит и уже вспоминает, где у него зеленые платы лежат. Или он вспоминает, сколько он зеленых плат на вес куда-то сдал за копейки. Но это только в том случае, плохие мысли могут прийти в голову, если это все мероприятие будет выгодно. Вот. То есть, если это сейчас получится на те же 50 гривен, то смысла вообще никакого в этом не было. Поэтому сейчас будем посмотреть, как говорится. Так, ну все. Кондеры сняты, в мусор их. Кондеры в мусор. Так, сейчас я тогда на паузу поставлю. Буквально на минутку и вернусь. Так, едем дальше. Что у нас дальше идет? Так, ну, ножик так нагрелся, ну целый. Лезвие только потемнело и все. Так, весы нормально все. Так, чтоб не спалить их. Снимем тогда верхние сначала. Так, наверное, удобнее будет. Сначала верхние снять, а потом нижнюю.
Вот это нам надо. До фена рукой притрагиваться нельзя, моментально обожжет. Так, и вот этот чипик. И остался, так, я ее вот так переверну. Вот так вот, это у нас какой-то лишний мусор горячий. Так, осталась одна. Эти сразу сюда, чтобы они сейчас от воздуха не поразлетались тут по всему этому столу. Так. Так, погнали. Улетела. А куда улетела? Сейчас найдем. Вот она. Так. Оп. Осталось 80 грамм плат. Мы уже практически закончили. Ну, возьмем. С этой заберем. Так. Раз. Два. Оп. Горячо. Так. Плату не рискну. Плата маленькая, сильно нагрелась по-любому. Так. Остались две платы. Всего лишь каких-то две платы. Так. Кондеров нет. Да вроде нету, да. Что это не кондер у нас. Фух. Ну, уже почти финиш. Ломать не строить, как говорится. Так. Последняя. Последняя платка. И вот эти мои надоедливые видео закончатся. Я надеюсь, многим это полезно. Так будет. Сори, что такое, ну, геморное, да, длинное. Растянул я это все дело. Ну, я думаю, нормально, в принципе. Многие, конечно, промотают, но многим-то будет интересно. Так. Ну вот и все, что весы минус 0,22 показывают. Их тут хоть не спалил их. Так. Все, ничего нет больше. Замечательно. Ну, нож такой горячий, вот здесь железо прилично нагрелось. Так. Ну и все, в принципе, фен нам не нужен. Его надо убрать отсюда подальше. Так. Убираем фен, пусть остывает. Все. Весы эти выключаем, они нам не нужны. Нам нужны граммовки. Нам нужны граммовки.
Так, и шо, пакетик какой-то, кулечек, не знаю. Вот чтобы это все сложить. А, тут есть от подписчика осталась тарочка такая. Так, тарим. «40 грамм». Ну, грубо говоря, да, 40. 40 на 2, 50 равно 100 гривен. 100 гривен. Получается у нас выгода с килограмма, грубо говоря, кило 200 плат было на 50 гривен. Да, их все их принимают по 40 гривен за килограмм. У нас получилось 50 гривен. По весу микросхемы у нас получилось 40 грамм на 2,50, 100 гривен. То есть выгоды у нас 100% получается. 100%. То есть если у вас 10 килограмм плат, да, сейчас я сейчас даже очень даже классная придумал для подписчиков, если у кого есть такие платы, очень классную формулу. Да, допустим, если у вас есть 10 килограмм таких плат, это 400 гривен. Ну, если вы с них снимете чипы, и, конечно, их будет в таком количестве, как на этих, то у вас получится, грубо говоря, 800. Могут попасться такие платы, на которых может получиться и больше, чем на 800. То есть и больше. То есть, может, я такие платы видел, допустим, зеленая плата, на ней там таких чипов может быть и 8 штук. То есть, таких 2-3 платки, это уже у вас получится, может уже и набежать и на 1200, допустим, гривен. Это уже намного больше, чем 100%. Это уже 200% получается. Это во-первых. Во-вторых, да, вы отправляете 10 килограмм плат. А новая почта у вас может и 200 гривен, да, за эту коробку взять. То есть вы получите от 400, вы получите только 200. А так у вас получается маленькая кучка деталей. Во-первых, эта доставка уже в несколько раз меньше будет. Во-вторых, вы ее можете с чем-то, да, ну, укомплектовать, там, допустим, чипы, там, оперативка, там, еще что-то, еще что-то, еще. Тут у вас маленькая посылочка, вы ее отправите, и у вас выгодно все получится. Так, сейчас пока на паузу отойду. Так, в общем, в принципе, по платам я все объяснил. Вот. В принципе, нормально даже и получилось. Понятное дело, что нет смысла было полчаса ради там 50 гривен с этим, ну, с этим совсем возиться. Но, опять же, это я на видео снимал, и оно так долго получилось. Если бы я не на видео снимал, а в более такой расслабленной обстановке, я бы намного быстрее бы это все сделал. Вот. И если у кого-то как бы есть в количестве, да, такая плата, то есть смысл с этим возиться. Нет смысла так вот взять, накидать в коробку и отправить, и ничего толком с этого не заработать. Поэтому вот, в принципе, такая формула. И сейчас мы туда перейдем к посылке. Сейчас я тогда здесь все приберу, вот, и мы будем завершать видео этой посылочкой. Так, в общем, продолжаем наше супер видео. Так, посылочка у нас, она одна будет, потому что первая часть видео очень надоела, наверное, всем. Римма Анатольевна, место Чернигов. Так. Ну, такая тяжеленькая посылка. Вот. Мусор убираем. Запечатано хорошо. Так, раскрывать сверху. Так. Так. Да, ножом удобнее, конечно. Подписчику большое спасибо. Так. Ага, все. Контактная меди, не магнит, магнит, зерно, КМ передавитесь. Все, отлично. Вот список. Сейчас будем смотреть. Лигатура посеребренка. Вот такая вот. Контактики с разъемов. Сейчас проверим, чтобы ничего лишнего не было. Вот такая лигатура. Что здесь? Здесь, наверное, тоже лигатура.
просто ничего лишнего не попало сюда. Вот, мало ли. Да, тоже. Короче, я так понял, у нас здесь все лигатура полностью. Ну, так как она мелкая у нас, мелкая, не крупная, мы ее по 500 гривен килограмм взвесим. Вот, то есть получается у нас лигатура равно 0,29 на 500. Я думаю, нормальная цена, в принципе. Так, все, это убираем. Вот эти тумблеры, они нам не нужны. Вот такие. Вот это хороший тумблер. ТВ-1.4. Стрелка схема. Пишем ТВ-1 равно 130 гривен. Вот, то есть, если тумблер в сборе, он на 130 гривен идет. Если разобрать, получится там гривен, наверное, 40 где-то сверху выгоды. Так, это убираем. Что у нас еще? Так, это мы пока откладываем. Вот эти флажки 60 грамм, 100 грамм, 10. На 6 гривен флажков получается. Флажки на 6 гривен. Ну, смысла нет их отправлять. Это, ну, я лично такое стараюсь не принимать. Ну, как бы я считаю это мусором. Так. Потому что, ну, в общем, К-53-4, там толниобиевые, я такие не беру, мы их откладываем. Так. Серебро это на весы, это мы пока откладываем. КТ пластмасса, кусаная, проверенная, все, как я люблю, классно. Подписчик видосы смотрит и, ну, как говорится, сделал все, как я и просил. Да, значит, пишем КТ равно 25 на 8. Так, это мы посчитали, это откладываем в сторону. Так, это у нас мусор неприемный, резисторы МЛТ, я их откладываю в сторону. Так, что у нас тут? Не пойму за кульком ничего. Полубочонки раскусанные напополам. 8 грамм. 8 грамм минус кулек, ну, грубо говоря, 7 грамм. На 45 гривен пишу. Полубочонки на 45 гривен, короче. Так. Ага. К посчитанному откладываем. Тумблер тоже был к посчитанному, откладываем. Так. Что у нас такое тут? Это у нас неприемное какое-то, похоже очень на трансформатор маленький. Чем-то. 1, 2, ну, выводы подписаны. Так, это откладываем, это нам не надо. Так, диоды желтые, 26 штук. Пишу 26 на 1,3. Что у нас тут? Написано вопрос. Транзисторы в черном пластмассе. Не, я их никак не смогу посчитать. Поэтому мы их откладываем. Так. Зважито зерно. Хорошо зважим. Серебро, магнит. Все отлично. Серебро на меди отлично. Так, сколько штучек? 12. Ножки, конечно, очень коротенькие. Ну ладно, ничего страшного. Пишу КТ полевик. Вот так вот даже можно сделать. Транзистор, полевик. Что у нас получается? 12 штучек. Да, пишем 12 на 18. Все с короткими ногами. Это с этих, с бачков с телевизоров. Короче, они у нас. Так. Есть. Это что у нас? Кусочек лигатуры. КМ-ки. Что у нас тут? Тоже лигатура. Но это крупная уже. Так, коробочку пока в сторону.
крупные эти посеребренки. Вот такие вот. $300 килограмм, короче. Сделаем его. Так. 0,54 на 300. И остается у нас КМ-ка. Сейчас покажу, что по КМ-ке у нас тут годится, не годится. КМ-ки совсем мало. Так, вот эта белая неприемная, ее можно сразу выкинуть. Так, это у нас бескорпусные. С ракеток. Ну, мы как с зелеными вместе. Они у нас пойдут. Вот. Так. Ну, в общем, очень мелкие они. Ну, ничего. Так. Это у нас... Это оранжевая. Вот такие вот у нас, короче, получились кучки. Совсем мало КМок. Ну, ничего. Я их потом, наверное, назад сюда засыплю, чтобы они не потерялись, а потом уже рассортирую. Так. Берем весы, включаем их и взвешиваем зеленую с бескорпусными. Вот такие вот бескорпусные, вот они. Это с ракеток по-любому. Такие, ну, в телевизорах они стоят еще там. Короче, 50 гривен пишу. Пишу КМ равно 50. Ну и будем их просто плюсовать. Так, эти собрали. Теперь обычные окукленные взвесим. Сейчас я их еще на магнит проверю. На магнит не берутся. По цене у нас они получаются на плюс на 5 гривен, короче, напишу. 5 гривен напишу для ровного счета. Так. И остаются оранжевые. И оранжевых пишу на 42 гривны. Так. Все, с этим разобрались. Самые такие вопросительные позиции. Вот, весы эти можно выключить большие. Так, теперь мы разберемся с микросхемкой. Она у нас тут в панельке. В панельку вставленная. Так. В общем, вот эти крылатые у нас как КТ-пластмасса идут. Раз. Их тут 2, 3, 4. 4 штуки. Это 32 гривны. А тут у нас, грубо говоря, раз. Это 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук. 60 гривен еще доплюсовываю. 32 и 60, 92 гривны. Пишу микросхема. Микросхема равно 92. Тут у нас получается 97. Вот так вот подчеркиваем сразу. Так, и осталось взвесить зерно. Магнит, не магнит, на меди. Так, как нам это сделать так, чтобы ничего тут не рассыпать? А я знаю как. Я знаю как. А у нас еще одна коробочка от подписчика. Вот тара. Я тут наскладывал уже тут разных тар всяких от подписчиков. Единственное, что очень тяжело ее открыть. Опа. Так, включаем. Я сейчас оттарю просто ее и высыплю туда. Так, интересно, она вообще что-то покажет или нет.
грамм, 1,1 грамма. Короче, пишу зерно 30, напишу 40 гривен, короче, напишу зерно. Оп. Прекрасно. Так. Подсбилась тара немного. Серебро, магнит. Кулечки одинаковые. Так. Пишем. Магнит равно 56,2 на 21. Отпаяно хорошо, чистенько. Так. Так. Теперь на меди. Ну, пакетик маленький, я не знаю, сколько он тут может, 0,2 весить. Короче, напишу на меди. Так, 17,9. 17,6. 17,6 на 10,5. И осталось у нас не магнит. Так, проверяем, чтобы ничего не было. Так, ну все, нюансов никаких нет. Все чисто. О, поближе покажу. Наверняка, чтобы показать, что серебро, сейчас сделаем просто вот так. Так, взяли, клац, и все, и оно раскусилось. Так, 68,2. Пишу не маг. 68,2 на 31. И высыпаем назад. Так, не дают работать. Так, продолжаем. Высыпаем. И сейчас будем подбивать туда общее уже. Все, замечательно. Все, коробочки пригодились от подписчика. Так, в общем, сейчас тогда подобьем и продолжим. Так, в общем, подбил я общую сумму. У нас получается сумма 4650. Наведу вот так вот. 4650. 4650. Вот так вот лучше. Все, это у нас получилась общая сумма. Если где-то совершил какую-либо ошибку, я думаю, подписчики это заметят и напишут в комментарии. В общем, всем спасибо, что посмотрели сегодняшний выпуск. Очень долгий, особенно первая часть про микросхемы. Вот. В общем, что я хочу сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.